России перестал открываться Telegram, WhatsApp, YouTube. Знакомые новости. Да, россияне вслед за иранцами и китайцами привыкают в интернет только с VPN. Обойти интернет-цензуру даже в самых закрытых странах помогает VPN от VNI Hosting. Он максимально устойчив к блокировкам и полностью анонимен. Подключение через Telegram-бот. Оплата любым удобным способом. VPN подходит для всех платформ и работает на 5 устройствах одновременно. У проекта есть телеграм-канал о популярных проблемах с непопулярными решениями. Ссылка на канал в описании к этому видео, а на телеграм-бота вот тут, прямо на экране. Переходим и получаем скидку 20% на подписку. Я говорю, детки вы мои хорошие, у нас папа сидит, может, мы все на свободе останемся, может, мы пока не будем политикой заниматься. Если бы в нашей стране было нормальное демократическое положение, я бы не занимался политикой, я бы занимался бизнесом, мне это нравится. Олеся, просыпайся, прячь телефон, с обыском пришли. Дима, это не обыск, это погром. Пачку долларов находят, такая, а зачем вам вражеские деньги? Я как политик, я не существую. И вот они говорят, ну вы передавайте своему мужу, что мы должны его видеть. Мы должны за ним наблюдать. Я прогнулся просто под обстоятельства и выжил. Аня, добрый день. Водили. Это Скурихин Дмитрий беспокоит. А там кто-то приехал, что ли? Слушайте, а вы можете трубочку им дать? Спасибо. Здравствуйте. Это Дмитрий. Спасибо. Угу. Если хотите, я могу подъехать, но это будет не раньше, чем минут через 20. 20-30. Нормально? Ну, сказали, что полчаса буду ждать. Здравствуйте. Светлана. Да. Это такой личный визит, поэтому как бы выразить, честно говоря, просто познакомиться, выразить благодарность, да, поэтому как-то так неожиданно, но ничего страшного. Спасибо. Нормально, да. Представляли немножко как-то большим, да, с бородой и таким крупным мужчиной. Бородой? Но с бородой. Бороду меня заставили сбрить, да, я конечно. знаю, это я видела, читала, да, но тем не менее просто вот какой такой большой такой дядя. Ну, наверное, да такой я образ. совсем так ничего, да? Вот, да. Дим, вы представитель редкой профессии, сельский предприниматель, но при этом вы посвятили свою жизнь политике и провели сейчас 1,5 года в тюрьме по популярному сегодня в России обвинению о дискредитации действий вооруженных сил Российской Федерации. А что из этих 3 определений вы считаете наиболее важным на сегодняшний день про себя? Ну, изначально я предприниматель, и мне это очень нравилось заниматься. Я бы так и занимался дальше. А вот, видите, пришлось, как мне кажется, встать на защиту нашей страны от нечестных властей, от оккупантов в каком-то смысле. Поэтому, да, можно сказать, что я как вот политический активист с 2005 года, уж почти 20 лет скоро будет. Вот это, да, ваше родное село? Да, вот мое родное село. Я родился вот там в 5-м доме. Потом переехал в 17-й с родителями. Ну, это уж действительно прям такая жизнь, где родился, там и пригодился. Да. Ну, у меня были федеральные замашки. Я участвовал в выборах в Госдуму в 16-м году. Продули? Ну, как, конечно. Но мой конкурент был Сергей Евгеньевич Нарышкин, ни много ни мало, который и победил. Вот. Посмотрите, это, в общем-то, показатель поддержки. С 2014 года я писал лозунги, что там Путина долой, Путина в отставку, как минимум т.д. и т.д. и т.п. И люди, в общем-то, видели эти лозунги, да? То есть прежде чем полиция их снимала, они изрядное количество времени висели. И вот в 2016 году я выдвигаюсь в Госдуму. Мой округ – это юго-запад Ленинградской области, 500 тысяч избирателей. Это 5 районов и 2 крупных города. И во всем этом округе, где меня никто не знает, из 10 кандидатов я 8-й, то есть я обошел только там какую-то партию пенсионеров или что-то такое. 2 людей обошел. В Ломоносовском районе, где меня более-менее прилично знают, и где нашей команде удалось каждую квартиру многоквартирного дома
положить мою агитацию, что вот голосуйте за такого-то, вот такая-то программа, такая-то. Я стал 6-м. То есть меня обошли только парламентские партии и Яблочник. А в своем поселке я стал 2-м. Понимаете? И я считаю, что это однозначный показатель одобрения моей деятельности. То есть я проиграл только Нарышкину. И то хочу сказать, что за него вбрасывали. У меня прямо видео есть, как за него муниципальный депутат фигачит просто пачку бюллетеней в урну. Понимаете? Ну, потому что на Нарышкина работала вся административная машина Ленинградской области. Вот мой магазин. Это вот деревня Яльгилево. Ропша, Яльгилево, Русско-Высоцкая. Таким. У нас тут, видите, район, где деревни прямо один от другого 5 минут. А сколько примерно людей живет в каждой деревне? В Ропше и в Яльгиле, это похожие поселки, 1500. Я меряю избирателями. Это просто точное число, которое я знаю. А сколько жителей живет? Ну, можно считать, что на 500 больше. Когда вот 1,5, значит, еще 500 детей. Это значит около 2000 человек. Если уж здесь находимся, я просто расскажу. Здесь у меня, так сказать, был апофеоз моего взаимоотношения с муниципальной вот этой выборной системой. Вот мы находимся в деревне Яльгилево. Осень 2014 года. Я выбрался депутатом в 2009 году, в 2009 году. В 2014 году я уже не выбрался, потому что весной я был, там против присоединения Крыма. Я там все, что мог, сделал, чтобы, сагитировать наших односельчан, что это плохо. Короче, осенью 2014 года за меня проголосовало мало, но там Дом культуры, где рядом стоит этот дракон, да, там было место массовой скупки голосов избирателей. По 1500 рублей платилось определенной партии, которую вы все знаете, значит, и обставлено это было как просто приди, проголосуй, и 1500 рублей получишь. И мои друзья из другой партии, из «Справедливой России», сказали: Дмитрий, слушай, тут вот мы накрыли место массовой скупки, подеть, может, хотя бы договор у них как бы вырви, потому что это оформляется договором. А я тогда стреляный воробей, там все как бы депутат, приезжаю, а люди-то меня знают, как бы, и как такого местного активиста. Смотрю, толпа народу, селяне, медосмотр какой-то. А вот у них стоит столик маленький, там женщина сидит за плакатиками такими времен Великой Отечественной войны. И оформляет договора. Я говорю: слушайте, а что здесь делается такое? Ой, слушай, так хорошо, медосмотр прошла, все это посмотрели, сейчас в Ломоносов поедем, проголосуем, 1500 нам еще дадут. Представляешь, какие благодетели-то? Я говорю: ух ты, да, действительно. Ну, тут раз ко мне подходят 4 людей, говорят: молодой человек, на выход. Я говорю: а что такое? Ну, начинается перепалка словесная. Говорит: это закрытая вечеринка. Я говорю: нет, это какая закрытая вечеринка? Здесь областное, все, здесь это. До рук дошло. Я тогда ходил всегда с травматом, потому что здесь такой поселок-то криминальный. Доходит до рук, я говорю: ребят, сейчас я сфотографирую пару фоток и ухожу. Они меня погнали. Вот, пришлось отстреливаться. Прямо в Доме культуры, прямо в месте массовой скупки голосов избирателей. Это был просто бабах. Вот. А они же воры. А и ворам нужно что? Чтобы было все шито-крыто, что все цивильно, все хорошо. Посмотрите, какое мы благодеяние делаем. Мы медосмотр бесплатно устроили селянам. Ну, а то, что они при этом за 1500 голос у каждого покупают, ну, это об этом мы молчим. Короче, жизнь муниципальная бьет ключом. Минуточку. Это очень короткая пауза, сделана для того, чтобы рассказать вам, как здорово встречаться лично. Сделать это можно 22 сентября в Лондоне, 23 в Ницце или 24 в Париже. Ну или, например, в октябре. 8 Аликанте, 9 Валенсия, 10 Мадрид, 11 Барселона, 12 Лиссабон, ну или 14 Малага. И, наконец, ноябрь. 29 Гамбург, 30 Дрезден или 1 декабря Прага. Все, приходите. А чем все эти села живут здесь? Слушайте, ну, во-первых, близостью к городу. То есть подавляющее большинство ездит на работу в город. Потом есть и в селах предприятия. Ну, вот, например, в Яльгилеме это скотный двор. И коров много. Вот. Наша Русско-Высоцкая, вот куда мы едем, вот оно там уже на горизонте, это птицефабрика, старые, которые в 60-х годах были сделаны. Много очень это всяких сервисов, там, вот там Лаголово. А вот уже там вот труба слева, это уже Красное Село, это уже город. Видите, мы совсем рядом с городом-то. Вот деревушка Телези, там вот, у меня родители там живут.
Это все, видите, деревня от деревни здесь прямо вот рядом. Никогда у вас не было идеи в город перебраться? Ой, слушайте, нет. В городе очень хорошо, что вот там школы лучше, потому что наше образование-то оно падает сельское. Я как председатель родительского комитета школы, с этой позиции меня, так сказать, в тюрьму и забрали. Я как бы знаю, о чем я говорю. Так если совсем недалеко до города, почему вы не перебрались никогда? Вы же учились сами в Петербурге. Ну да, я студентом учился в Петербурге. Да. А в школу я сюда ходил, вот наша школа вот здесь. А потом, слушайте, в селе жить-то лучше. Вот как бы с точки зрения экологии, здоровья. У меня лыжня от дома начинается. Вот я вышел и пошел в поле. Если честно, как-то вот такой, где родился, там и пригодился. Родной поселок. Муниципалил здесь. Очень успешно, между прочим. Районная администрация обещала убить. Это много говорит. А потом этот главный администратор сел в тюрьму. Вы представляете себе? Ну, вы тоже потом сели в тюрьму. Ну, я-то сел за правду, а он-то за то, что тырил у моих односельчан деньги. Я же предприниматель сам. В этом году 28 лет, как, между прочим. Представляете? И ни разу за эти 28 лет не было дня, чтобы какой-то из моих магазинов не был открыт. То есть всегда были открыты двери моих магазинов. Сейчас у меня 2 магазина осталось. А было всего сколько магазинов? На максимум у меня было 3. Один из них в Ропше, вот здесь. Но в 2018 году мы там побузили против избрания президента Путина. И мне его в 2019 году отгородили от дороги. Раньше можно было подъехать от вот этого перекрестка, где танк стоит, да, вот. Центральный перекресток, между прочим, пересечение 2 шоссе. Мы сейчас с вами едем по Красносельскому, а то, где у нас дом стоит, Стрелинское. И от него было до моего магазина 70 метров всего. А потом отгородили, и стало 500 метров по таким ухабам, что все. Никто к нам не может подъехать, а односельчане наши бедные. Только на проезжих был расчет, короче. Все, пришлось закрыть. Здание стоит, я там всякий хлам держу. А в Русско-Высоцком, в своем поселке, где я и родился, и живу, и все интересы наши там, потому что мы детвору в школу туда возим, в детский сад туда возили, я в эту школу ходил всю жизнь, и жена в эту школу ходила всю жизнь. И этот магазин я сделал первый магазин самообслуживания в истории села. То есть тогда не было еще ни пятерок, ни магнитов. И вот я такой магазин сделал. А почему не получилось его продолжить? А потому что появилась пятерка, и все, и она нас съела. Мы же, у них сетевая компания, да, а у нас один магазин такой. Они покупают бананы пароходами, грубо говоря, да, а я коробками. Мы с ними бодались где-то больше года, пытались выжить. Все, потом сдохли, да и все. Доблестно. Сейчас, именно как продуктовый магазин, где я торгую лично наше предприятие, это один магазинчик остался. Вот в Яльгелево. Деревня, которая прямо перед нами, мы через 3 минуты там будем. На горе вон там. А в Русско-Высоцком, где вот тот мой такой, так сказать... Легендарный, да. Вот мой магазин. Здесь сверху было написано «Мир Украине». Красными буквами, видите, они еще видны между... Вижу, мир. А они снизу синими «Свободу России». А то, что красной краской замалевано, это были названия городов, которые освободила наша армия. Доблестная. Будь она неладна. Все, пойдемте. Вот Навальному волю, когда он вернулся, написал. Замазывают, конечно, активисты. Первый раз менты, потом активисты. Некошенная Катерина, вот еще не успел выкосить. Обычно это я здесь кошу. Это вход на 2-й этаж. У нас здесь, вот на 2-м этаже, здесь банкетный зал. Здравствуйте. Здесь моего бизнеса нет никакого, кроме вот то, что я его держу инженерию и сдаю партнерам по аренду. Ваши первые публичные выступления, связанные с неодобрением политики руководства страны, связаны все-таки с 2014 годом, когда вы осудили аннексию Крыма. Да, конечно. Я считал, что это просто беда для нашей страны. Мы стали ворами. Мы просто сперли у другой стороны кусок территории. Это же беда-то в основном для нас. Для Украины это понятно, беда это ясно, но это и для нас очень плохо. Да, я категорически это не поддержал. И сделал все, чтобы убедить своих сограждан, что это плохо. Но до 2014 года вы считали, что ситуация поправима? С 2012 года я не признаю гражданина Путина президентом. У меня это было даже написано на одежде, что я не признаю Путина президентом. Почему? Потому что он не имел права избираться 3-й раз. Он 2 раза был президентом и, в общем-то, можно сказать, был не самым плохим президентом. Если бы он в 2008 году ушел на пенсию, это, может, вполне возможно, что это был бы самым хорошим
руководителем российской страны. Но вот, к сожалению, он принял для себя гибельное решение, я считаю, и пагубное для нашей страны быть нашим президентом дальше, чего уже не имел на это права. И да, тогда я просто вот врезался конкретно в политику, потому что я считаю, что это зло. И по мере возможности каждый активный гражданин должен противостоять злу, которое угрожает его стране, нашей родине. В 2017 году у себя на магазине вы написали «Мир Украине, свобода России». В тот момент о полномасштабной войне еще речи не было. Не, «Мир Украине, свободу России» было написано когда в 2015 году. Сначала это были лозунги временные, такие, я повесил, полиция сняла, опять повесил, сняла. И «Мир Украине» это был лозунг, который я вешал раз 10. Потом мне это надоело, я просто его делал так, что его не снять. То есть вот это уже в 2017 году, наверное, произошло? Да, 2 года это было просто вот бадание такое. Я вешаю, они снимают, я вешаю, они снимают. И сначала-то они меня привлекали к административной ответственности за нарушение благоустройства поселка. И этот штраф составлял 300 рублей. Я просто платил эти штрафы, как за съем плаката. Сняли и заплатил, и все, отвалить. Вот. А потом они подняли это на законодательном уровне нашего субъекта регионального до 3000 рублей. И тут уже получается, что да, 3000 рублей за лозунг – это, пожалуй, перебор. И мы стали отбивать это в суде. И мои юристы прекрасные, доблестно отбивали практически все штрафы в нашем Ломоносовском суде. Потом мне это просто надоело, что это же работа, понимаете, залезть, повесить – это иногда тяжело. Иногда бывает, что ветер, там лозунг вешаешь, тебя не сносит с лестницы. И я просто сделал такую надпись, вот этот «Мир Украине, свободу России», потому что я знал, что это надолго. Получается, с 17 по июль 23 висел, доблестно висел на моем магазине. И агитировал за мир Украине и свободу России. Да. При этом у вас нет никакой части семьи, которая жила бы в Украине? Нет. То есть вас формально ничего с этой страной не связывает? Кроме общечеловеческих, каких-то гуманитарных. Да и, в общем-то, это очень братский народ. Белорусские, украинские и русские, это же практически одно и то же. Только теперь это, конечно, так вот скажешь, и украинцы-то, конечно, это за такое не пожалуют. И правильно сделают. И меня просто невероятно угнетало то, что мы там делаем. Просто кошмары какие-то, понимаете? Но в 2014, в 2015, в 2016 году вы тоже понимали, что... Мы к этому идем. Понимали вы? Конечно. Власть без контроля не может войны не хотеть. Общество потеряло контроль над властью. Это однозначно. Он был утрачен с приходом Путина. Это, понимаете, это все равно как маленькая девочка вывела мощную бойцовскую собаку без намордника. И вот эта собака покусала соседей и девочку эту маленькую. В какой момент вы стали понимать, что вот эта позиция и вот это ваше понимание и ощущение рано или поздно приведет вас в тюрьму? Вообще-то я всячески надеялся, что я не окажусь там. То есть я старался вести свою агитационную работу так, чтобы не оказаться в тюрьме. И если бы война не началась, я бы там и не оказался. Раз дошло до такого, то все. То тут уже однозначно. Рано или поздно окажешься, к сожалению. А когда папа становился депутатом, вас как-то это касалось? Обсуждали не политика, а папина повседневная деятельность. Его предвыборная деятельность, когда он где-то выдвигался, его деятельность как предпринимателя. Полиция-то еще маленькие были, они вряд ли что-то, не знаю, либо понимали, либо интересовались. Меня папа таскал по местным деревням, чтобы расклеивали вот эти агитки, чтобы проводили агитационную деятельность в предвыборной кампании. Это были рабочие дни, а я с папой ездила куда-то бегать просто по поселку и клеить бумажки. Это приятно. А вот то, что все люди живут тихо, да, и, в общем, не высовываются, а папа у вас такой активный. Как вы к этому относитесь? Здорово. Не бесит? Нет. Вообще, нас это не особо затрагивает. Никогда не было такого, чтобы в школе кого-то присанули, что типа вот там их отец, там вот такой-то, и вы там тоже. Отца всегда в общественной жизни знали очень хорошо, потому что он был председателем родительского комитета в школе. Все ему очень доверяли, потому что знали, что он прекрасно со всем справится. Он завел эту традицию дарить какие-то книги выпускникам из 11 классов. Он приносил им книги, и все всегда заходило на ура.
И всегда, когда говорили, что, типа, вот, да, типа, дети Дмитрия Скурихина, такие себе, о, дети Дмитрия Скурихина. Потому что это очень приятно было, и имелось в виду уважение, а не то, что какой-то там чудик-фрик. Когда вот вы замуж за Диму выходили, он уже был политически активным? Я это очень часто, эту свою фразу вспоминаю. Моя молодость такая, как бы начиналась там сватовство. Кто-то один приходил, мне все, мама, давай будешь дружить вот с этим, давай вот будешь дружить вот с этим. Я сказала, нет. Я хочу, чтобы у меня жизнь была интересная. Я влюбилась в него безумно, он мне так нравился, я его видела, и он со скрипкой ходил. Мне говорили, да фу, скрипач. Я говорю, а мне не скрипка, мне он сам интересен. Я училась на первом курсе, у меня торгово-экономический институт, надо было высшую математику решать примеры. Я не понимала, как. Но я обратилась к нему, там как-то в автобусе познакомились. Я говорю, пожалуйста, помоги мне не решить. Он мне помог. Потом как-то так мы познакомились поближе. И вот поженились. И, в общем-то, большая любовь. Я так была влюблена. Я помню, что соседка, она говорила маме Диминой, ваш сын, вот он дружит с девочкой с нашего подъезда, такая хорошая девочка, она так в него влюблена. Видимо, так... Это было очень заметно, что я в него так влюблена. Ну вот выбралась я такого мужа, я хочу, чтобы у меня была интересная жизнь. И у меня такая очень-очень разноплановая жизнь, очень. У меня старшие дочки, все говорим, помощники по политике были. И вот это последний лозунг, который мы со старшей сделали. Мы написали с ней, и она уехала за мужем. Хороший парень такой, зять мой, Никита. Инженеры, проектировщики линейных объектов. Они политех питерский закончили, одногруппники. Вот Наташа и Никита, и поженились позапрошлом мае. А ему повестка пришла, что ли? Да, и ему буквально там что-то, диплом получил, и ему повестка. Блин, а он такой парень, ну, такой мирный, спокойный, милый. И они сразу решили, что надо куда-то уезжать. И все, и уехали. А у меня Полина тут говорит, вот 13 лет, мама, я хочу политикой заниматься. Я говорю, как, зачем? Ну, мне интересно. Слушай, говорит, вот с нашими одноклассниками, с ними невозможно разговаривать. Я говорю, Полина, да ты что? А что мне нравится? Мне вот а с нашими поговорить не с кем. Я думаю, боже мой. И как Ульяна тоже у меня, она... были выборы у нас недавно, и она участвовала, там была наблюдателем. И ей тоже очень понравилось. Она говорит, мама, я там так разбиралась, я, говорит, этому председателю нашего избирательного участка, я ему советы давала, он ко мне советоваться приходил, но, как сказала Ульяна Дмитриевна, сделаем так. Потому что, она позанималась, поучилась, ей понравилось. И она тоже, мама, я хочу политикой заниматься. Я говорю, детки вы мои хорошие, у нас папа сидит, может, мы все на свободе останемся, может, мы пока не будем политикой заниматься. А вы их вообще когда-то огораживали от там, новостей, от каких-то сложностей, от там, несправедливости, которая вокруг происходит? Нет, никогда. Мы с ними как-то рассуждали всегда очень вот... Что-то происходило, мы это обсуждали. Вот такая ситуация. Вы были одним из немногих людей, которые публично поддержали Сашу Скочеленко. Вы точно так же сделали, как и она, ценники в своем магазине. В своем магазине. Ну, это же вообще безобразие полное. Когда за такое сажают в тюрьму. Да еще настолько. Это же... Девочка просто решила проявить себя вот так. Максимум, чего это заслуживало, это чтобы ее просто выставили из этого магазина. Хозяин магазина сказал, что вы тут делаете, так давайте выходите отсюда. Это наши ценники и наш магазин, а не ваш. Делайте в своем магазине, грубо говоря. Да? Ну, она же не просто поменяла ценники, она поменяла ценники вместо там, цен и ГОСТов. Да, было она сделала написано... маленький транспарантик. С большим-то не выйдешь, вот она вышла с маленьким. Ну вот. Я считаю, что все, чего этот поступок заслужил, это вот вы выставить из магазина. Больше ничего. И то, потому что это не ее магазин. А покупатели в вашем магазине на ваши ценники жаловались? Да, там был один покупатель, он сразу вызвал Росгвардию. И что? Вроде и все. И все. И наши ценники висели и висели. А то есть не висели столько, сколько вы хотели? Да, потом я просто снял, да. Недели через 2. Просто, Катерина, поймите, что это ценники в магазине у человека, у которого такая крамола в Русско-Высоцком висит, что ценники, да бог с ним, ладно, с этими ценниками, у него, посмотрите, что у него в магазине. Это вот эта свобода в России. Что значит свобода России? Да, это лозунг вообще довольно-таки двусмысленный. Свобода России. Что значит Россия не свободна? Но критической точкой вашего активизма стало то, что вы вышли с плакатом «Прости, Украина» 24 февраля 2023 года. Критичным моментом стала вывеска того лозунга, который начинается словами «Русское общество, очнись».
Вот и за это мне было объявлено второе уголовное дело. Потому что первое было за то, что я в марте 22 года, то есть через несколько дней после начала вторжения, я как бы провел акцию у своего магазина, где было несколько плакатов на здании, такие 2 на 2,20, на которых были изображены вот эти погибшие украинские дети. И лозунг был написан такой, что это Харьков, где все говорят по-русски, кого и зачем мы, и от чего мы там защищаем. И были фотографии убитых харьковских детей. Это было первое административное дело, да, за дискредитацию армии. Я получил за это штраф 45 тысяч рублей. А потом, уже 16 августа 22 года, вот я повесил такой лозунг. Я вижу, что общество наше не требует прекращения. Это наше общество пребывает в вегетативном состоянии. Оно как овощ, напичканный пропагандой. И я повесил лозунг «Русское общество, очнись». Останови такую специальную военную операцию. На этой неделе представитель Российской Федерации на каком-то саммите в Японии, Дерипаска, употребляет один из эпитетов, который я использую в этом же лозунге. Он говорит «безумную». У меня тоже безумную специальную военную операцию. Он это говорит. Вот сейчас посмотрим, заведут на него уголовное дело или нет. На меня-то завели. И после этого было возбуждено уголовное дело за повторную дискредитацию. И я был помещен под запрет определенных действий. Мне нельзя было звонить по телефону, контактировать ни с кем, кроме как со своими близкими. Вот. И «Прости, Украина» — это было в день годовщины вторжения. Я просто не мог не сделать этот плакат. У меня было такое ощущение, что меня просто разорвет изнутри. Инсульт какой-нибудь или инфаркт случится. Я сделал плакатик. Мой помощник, моя дочка вторая, поехали, да. Снимем. Я встал. Она щелкнула. И на этом все закончилось для меня. Да. Закончилась свободная жизнь. Потому что я был под ЗОТ, под запретом действий. То есть я должен был сидеть смирно. А я тут, понимаешь ли, такие устраиваю мероприятия. Вот он вышел, и в этот день я ему говорю: Дим, не надо. Я никогда ему не говорила, что не надо. Я как-то занималась с детьми, семьей, а он вот своей вот этой жизнью. Я особо не лезла, нравится ему, пусть занимается. Но вы не лезли, поддерживали, или вы не лезли, думали, что это опасно? Нет, я не думала, что это опасно. Я, в принципе, поддерживала. Просто мне это как-то было не очень интересно. У меня куча домашних других дел, и поэтому я как-то не лезла. Это ему нравится, пусть занимается. А у меня в основном дети. И вот когда он вот просто в тот день выходит с этим плакатом, я говорю: Дим, вот я первый раз в жизни попросила его: не надо. А вы почему попросили? Да интуиция, вот чисто интуитивно. А он говорит: я, задумался же, ты меня никогда не просила об этом, а тут попросила. Но он все равно решил, что вот надо, я должен высказать свою точку зрения. И вот они это сделали. А просто потом вечером, это 24 февраля, у его родителей день свадьбы. У нас там праздник, стол. И к нам приезжает во двор, вот к ним куча машинок, полиция. Дима вышел, поговорил с ними. Они ему сказали: мы за тобой будем наблюдать. И они не уезжают. Остается джип, такая большая машинка, и они просто находятся вот рядом с домом. Мы сидим, я, он, Полина. Думаю, что сидеть-то? Поедем, выходим. А садимся в машину, я говорю: Дим, я уже 3-й обыск, я не выдержу. Я уже не могу, это вот квартиру прибирать, это все. Я говорю: не поедем домой. Он говорит: куда поедем? Я говорю: поехали в Красное Село. Садимся, едем и в Красное Село, эта машина за нами. А там торговый центр, там 2 выхода. И мы с ним решаем, что давай сейчас зайдем, мы походим с Полиной по магазинам, а ты уедешь, в Питер уезжай. Да, так и решили. Он мне отдает ключ, а мне, получается, надо будет сесть в эту машину за руль. Я, конечно, вожу, но я вожу легковушку, маленькую машинку. А вот этот автобусик... и он дает мне ключ, сам уходит. Мы с Полиной погуляли, выходим, идем к машине, а они стоят. Мы садимся в машину, я ее завожу, трогаемся. Я думаю: она ж большая, едем. Полина рядом со мной сидит. Едем, они едут за нами. Они, конечно, понимают, что Димы нет. Мы едем, а я опять понимаю, что домой я их не повезу. Новый обыск, я не могу. Я опять еду к его маме, к его родителям. Приезжаем, останавливаемся там. Мы выходим с Полиной из машины, они сразу к нам. Где Дима?
Я говорю, он уехал. Ну, вы передавайте своему мужу, что мы должны его видеть. Мы должны за ним наблюдать. Вот у нас получено от руководства такое задание. Я говорю, а я не могу. Он лишен права вообще пользоваться телефоном. Телефона у него нет. Я ему позвонить не могу, передать ничего не могу. Поэтому мы с вами поговорили, но это осталось между нами. Нет, вы все врете, вы должны ему передать, вы ему скажите, чтобы он появился. Я говорю, не, ребята, я не могу. Вот, и мы выходим с Полиной, идем опять, ну, просто я-то это как бы, 46 лет, вот это мне надо, вот это вот за тобой слежка, вот это вот погоня. Я сразу вспоминаю фильм Шварценеггера, какой там, забыла уже какая-то там правда, когда у него жена-то тоже хотела. Он там был разведчиком. Вспоминая все эти фильмы, и думаю, вот оно мне надо на старости лет. Вот так вот с полицией иметь такие дела. Хотелось с детьми заниматься, работать, а не получилось. Так вы же хотели еще и интересную жизнь. Да. Кто-то пролетал надо мной и решил устроить мне действительно интересную жизнь. Ага. Как вы думаете, почему он все это делает? Ему хотелось вот основных вот этих демократических принципов в стране, чтобы это осуществлялось. Он выбрался депутатом, когда местным, русско-высоцком. Началось же с того, что он пытался жителям помочь разобраться с ЖКХ, откуда такие тарифы высокие, откуда вообще там это все ноги растет. Но он для страны, он не хочет это для нас отдельно взятой семьи. Ему это важно вот так вот себя проявлять. А вы ему говорили, Дим, будь потише, все-таки ты предприниматель? Знаете, как бы я не говорила ему «будь потише». В общем-то, он решал все сам, я не наступала ему на горло. Но просто когда был один штраф, второй штраф, штрафы нехилые. Я как бы понимаю, что на нашем бюджете семейном это вообще конкретно сказывается. Хоп, а ты хочешь там, а надо бы купить, а нету денежек. Но я пошла на там работу. 45 тысяч рублей был штраф. Да, 45 тысяч рублей. Вот последний платила 50, там, да, еще 45. Ну, я просто решила, а пойду-ка я работать, зарабатывать, и у меня будут свои деньги, и в случае чего они у меня есть. Я, в общем-то, так решила выкрутиться. Да. А где вы работаете теперь? Я социальный работник. Пожилым людям, пенсионерам. Ну, у нас в основном покупаем продуктики, помогаем как бы в быту, в домашнем. Лекарства, по поликлиникам ходим. Тут недавно у меня было очень весело. Бабушка не смогла дверку открыть, то есть не отзывалась. Мне пришлось вызывать МЧС, полицию, скорую. В общем, я там прыгала, переживала, думаю, столько народу. Вот это все заварило шумиху. Думаю, а вдруг она у меня где-нибудь в больнице лежит? Но нет, мы через окно, через 3-й этаж проникли. Она лежала, она просто у нее вывих шейки бедра, она упала и лежала. Ой, бедная. Да, и просто к ней соседка, обращаюсь, соседка, что там с вашей? А она 2 дня назад что-то кричала, что упала. Я вот так же на нее смотрю, и мы ее скорее как бы в больницу отправили. Так что у меня такая вот работка. Обидно, что, в общем, часть бизнеса вы потеряли из-за своих политических убеждений? Это просто мне, как предпринимателю, горько, что мог бы развиваться, а вот как бы получилось, что нет. Вообще-то, знаете, Екатерина, я ведь политикой занимаюсь факультативно. Я изначально предприниматель, и мне этим нравится заниматься, и это было. А потом, когда в 2005 году меня приобщили к такой политической деятельности, пошло-поехало, и вот приехало. Значит, приобщили, подождите. В 2005 году право на торговлю алкоголем выдавалось районными властями. И тогда как раз была муниципальная реформа, появились вот эти муниципальные советы, которые получили право распоряжаться единственным таким мощным ресурсом на селе – это земля. А земля у нас тут дорогая. И местная администрация района решила, что хорошо бы совет депутатов иметь из подконтрольных людей. Какой человек подконтролен? Да тот, кто у тебя патент на право торговли алкоголем берет. И они решили, что давайте пригласим муниципальных предпринимателей, чтобы они, как бы, их на селе знают, как бы они могут, где надо, и денежки заплатят, и все такое, а мы им что-нибудь там, какие-нибудь поблажки. Вот. И это было тогда, когда мне предложили поучаствовать в выборах. Я поучаствовал, мне понравилось, хотя я их проиграл. Потом я столкнулся с каким-то чудовищным непониманием местных властей, когда я хотел сделать вот здесь каток, а мне сказали, что каток не нужен, хотя я каток заливал первый раз с 91 года, с развала Союза, здесь катка не было, понимаете? Вот и я столкнулся с этим, подумал, что, может быть, я как муниципальный депутат смогу решить эти проблемы. Выбрался в муниципальные депутаты, и потом меня это затянуло, заинтересовало. Если бы в нашей стране было нормальное демократическое положение, я бы не занимался политикой, я бы занимался бизнесом, мне это нравится, понимаете? Но неужели вы думаете, что вот вы в одиночку, пытаясь стать муниципальным депутатом и пытаясь там залить каток или что-то изменить в этих 3 селах, между которыми вы живете, вы можете что-то изменить? Однозначно.
Я здесь работаю, живу, работал и в школе много чего делал, да, как бы, ну, например, мы трясли школьную столовую насчет питания, да, плохо кормили детей, мы сделали так, что стали кормить лучше. Ну, это разве не плюс мне, как местному активисту? Плюс. Вот эта дорога была раздолбана в усмерть. Я организовал митинг, мы провели, сделали дорогу. Это плюс мне? Плюс. Потом вот это клинч, который вот был с районной администрации, когда они меня обещали отправить на тот свет, это было из-за того, что здесь был тотальный недотоп. Полностью вот этот многоквартирный фонд не дотапливался. А деньги собирали как за отлично отопленное жилье. Это был просто, ну, такой нарушен корневой интерес моих избирателей. Не я решил этот вопрос, но я очень поспособствовал решению этого вопроса. Вот так назовем, да? Это плюс мне? Плюс. И знаете, и вот я таким образом, набирая очки, я думал, что я своей жизнью и своим примером покажу людям, как, вот, каким может быть местный политик. И когда, например, в 2018 году Путин выбирался президентом, самый плохой результат в Ленинградской области он получил в этом участке. Вот. Что, разве это не результат? Это результат. Хорошо. Вы пишете Навальному воля, Да. Навальный погиб. Вы пишете мир Украине, Убит. Он был убит. вы пишете мир Украине, война продолжается. Вы пишете свободу России, в России все как есть. Получается, что по большому счету вы ничего не можете изменить, кроме того, чтобы исковеркать себе жизнь. Ну, ничего, я, в общем-то, готов. Я же просто как бы пытаюсь своих односельчан и всех жителей России, до которых я могу дотянуться через соцсети, чтобы люди знали, что это не только онлайн, да? Потому что все говорят, о, ты онлайн, там войска, да? Нет, это вот здесь, вот он, вот конкретное место, вот здесь повешен такой лозунг. Это для чего? Это для того, чтобы приобщить людей к идее, что вот идея демократии, либерализма, права человека, свободы человека, местное самоуправление, вот это путь к процветанию страны, вот это, а не то, куда зовет нынешняя политическая команда. То есть она не просто опростовалась, она просто потерпела фиаско в плане развития страны. И то, что я совмещал политическую какой-то активизм и бизнес, это, я считаю, это весомость, что ли, придавало. Понимаете? Это примерно, как, знаете, вот, это ведь известный факт, что лучше, если политик ведет работу отсюда, а не... Татьяна, привет. Здрасте. Здрасте. А не из-за границы. Слово, сказанное из-за границы, дешевле, чем слово, сказанное отсюда. Не дешевле, оно легковеснее. Вот легковеснее, правда? А страшно? Да, все время страшно. Я из страха не вылезаю. Ну, просто страшнее это другое. Что страшнее? Не надо меня спрашивать этот вопрос. Ладно. Погибшие украинские дети мне страшнее. Я теперь, когда смотрю на своих вот этих вот мелких подрастающих, я вижу тех, знаете, и не могу это от себя отогнать. Мы едем на какой-то концерт со Светлашкой, вот она выступает там, да, как бы она там висит там на трапециях, она циркач. Она акробатка. Да, акробатка. А я думаю, что, украинские дети, они делали то же самое, они вот готовились к этому же. А у них это все переехали наши. Мы переехали, это мы. Это наши войска, это не надо тут иллюзий, это наши войска. То, что сейчас война пришла и в Россию, Белгород, Курская область, как этим людям объяснить, что это одна и та же война? Я пытался объяснять вот своими лозунгами, что посмотрите, что мы делаем, так нельзя. А теперь вот это закономерный промежуточный итог. Война пришла на нашу территорию. Это абсолютно закономерно. И это еще промежуток, это еще не конец. А люди здесь, которые прекрасно вас знают, с которыми вы прожили всю свою жизнь, они вас слышат? Да, конечно. И слышат, считается, и что там кто-то поддерживает, кто-то нет. Самым хорошим показателем были бы выборы. Честные, справедливые выборы, да? Когда люди приходят, я выдвигаю свою кандидатуру, и бац, люди меня поддерживают, говорят, о, Скорихин, ну давай, молодец, отметку, все. И я побеждаю на выборах. Вот это одна оценка. Но у нас же нету ни выборов, ни справедливых, ни честных, никаких. А теперь еще и свободы слова-то нет, понимаете? И, соответственно, я как политик, я не существую. Ну, когда вы писали лозунг, а вы писали до начала полномасштабной войны, да. Кто-то поддерживал вас? Тут, вот была такая интересная ситуация. Вот, видите, магазин изначально вот такой светло-желтенький. Ага. Вот он, да? Он весь такой. Сверху вот две надписи мощные, такие буквами. А здесь я начинаю писать вот такого размера буквы. Вот, там, Харьков, там,
Херсон. Я это начал весной 22-го. И закончил я, наверное, уже осенью. И написали «Предатель». И красными буквами. Такими же, как я город писал. И я взял желтую красочку такую, у меня в цвет фасада много краски, потому что приходится иногда закрашивать. Ну, кто-нибудь там напишет что-нибудь такое матерное. Село же. Иду закрашивать. Мне навстречу идет человек, который моя воспитательница в детском саду. Говорит: Скурихин, ты куда идешь? Города закрашивать? Я говорю: нет, я предатель хочу. Предатель закрасить, города не трогай. Это разве не показатель? Или вот, например, сюда вывели кучу навоза. Вот такую, кучку такую. Ну, как бы. А здесь написали: осторожно, фашист. Объявление. Хочу убрать. И здесь появляется тоже, другая поселянка такая, тоже лет 60. Дима, слушай, оставь, я уберу, мне нужно для рассады. Ну, хорошо. Она уже посмотрела, что это хороший навоз. Все. Я говорю: конечно, давай. А кто это приносит, кто это пишет? Слушайте, это тоже здешние? Нет, это все люди, которые связаны с властями. Я это смотрю на видеонаблюдении, смотрю, кто это делал. Угу, понятно, да. Потом мне раз звонит друг, говорит: слушай, Дмитрий, что там это... Я это публикую. Мне звонит человек, у которого на Васильевском острове квартира, и ему делают то же самое. Ну, причем здесь Русско-Высоцкий и Васильевский остров, да? Ну, это может быть только одна, значит, команда какое-то делает, понимаете? Если бы это были селяне, ну, все понятно, да, тогда, ну, что, они туда, а из-за этого села поедут туда? Не. Не, ну селяне вряд ли хороший навоз положат. Ну, вот тоже. Эта группа людей пришла, 8 человек, ночью, в 3 часа ночи пришла, и 5 гастарбайтеров, узбеков, мазало это, и трое в масках снимали таких, что не узнать. По заказу властей, это я несомненно. А как вы узнали о том, что папа с точки зрения государства преступник? Скорее всего, с первого выпуска. Страшно было? Очень. Мне было страшно, что вообще происходит. Я думала, нас убьют. Что-то из фильмов про фотосмигирование, когда вламываются люди. Было очень страшно, потому что когда слышала звуки ударов о дверь, а я так спала прекрасно, так было хорошо, так уютно дома. Я тогда приехала, у меня в разгар сессии было. И я услышала, как Полина бежит в комнату Олеси и говорит: Олеся, просыпайся, прячь телефон, с обыском пришли. Ты сразу вскакиваешь, одеваешься, уже входит какой-то мужик тебе в комнату, ты стоишь, там штаны натягиваешь. Было очень... А ты спала? Нет. Ничего не услышала? Нет. Самая дальняя комната, да, от двери. Но вы понимали, что это связано с политикой? Первый обыск нет. После суда уже стало понятно, но вот когда именно обыск проходил, нет, не знала. В конце сентября первый обыск был. Вот это был шок, конечно, шоковая терапия. Просто, понимаете, изъяли все из дома, взяли. Ну, в плане технику, компьютеры, телефоны все забрали, деньги все забрали. Вот, а надо же работать, налоговый отчет и компьютер. Любую коммуналку заплатить с телефона, электронно, это компьютер, это пароли все. Тяжелый удар по да, бизнесу. Да. И когда адвокат приехал, он так заходит: Дима, это не обыск, это погром. Это чисто погром. То есть, как бы, если есть место, где гипрок не за обоями не заклеен, его отрывали. Линолеум не закреплен порожком, линолеум поднимали. То есть это... Книги вот так вот швырялись, бумаги, документы там бухгалтерские, все это выкидывалось, причем так, знаете, прям с интересом, так это, с веером. Там фотографии, не фотографии, а у меня были УЗИшки, по ним просто ходили, это вот УЗИ, снимки УЗИ двойняшек. И вот девочка одна из понятых подняла, аккуратненько почистила, мне вручила, что типа возьмите, уберите. Я думаю, куда убирать, когда идет вот этот вот погром. Все забирали деньги. И я ей говорю: подождите, у меня же 3 детей, я остаюсь с 3 детьми, как бы, мне продукты как минимум покупать надо. Дверь сломана, стекло Ну разбито. и что? 8. Мы их будем проверять. А сколько денег забрали? Ну, у нас было рублями около 360 тысяч. Он евро принес домой, небольшая чтобы на пачка. счет закинуть за электричество, за магазины заплатить. И нагрянует второй обыск, второй забирает все это. Пачку долларов находит, такая: а зачем вам вражеские деньги? Я говорю: это что, шутка, что ли, такая? Ну, также они прикалываются над самоучитель там немецкого языка, английского. А зачем вам это? Что? Да, что это вы изучаете языки? Да зачем вам это надо? Ну так. Ждете приезда оккупантов? Ага. Да. И Вы вот сейчас не шутите? Тань, ну это все-таки, я думаю, это был полицейский юмор. Ну, Насчет не вражеских денег? юмор, но просто, понимаете, вот все как бы закончилось,
Я без телефонов. Ни одного телефона. У детей все телефоны забрали. Ни одного компьютера. Сломанная дверь, разбитое окно, стекло, которое я вот во время обыска, я еще нашла стрейч-пленочку такую, пленочку, я вот так вот закрывала, вот так вот обматывала, потому что октябрь уже наступает. А они еще вот так вот стояли рядом со мной и смотрели, как я это делаю. А зачем они разбили окно? Ну, мы их не пускали, они залезли. А они, понимаете, они приехали, они без формы, без одежды, просто 11 человек, дикие лица, открывайте. Вот шапочка черная, черные джинсы, черная куртка, открывайте. Реально, я звонила. Я думал, что это бандосы. 112 я звоню, я говорю, слушайте, ко мне лезут в дом, меня требуют, пытаются открыть, мне сейчас дверь ломают. А вы спросите у них, что они хотят. Я стою вот так по телефону и обалдеваю, я думаю, это анекдот или что? Да, и вот они разбивают стекло и запрыгивают все, 11 человек сюда. И девочки эти понятые тоже запрыгивают. А мы вот. закрыли дверь так, что потом говорю, открыть не можем. Документы, Черт, а какие вы кто? открытые. Они не смотрят, они не говорят, они не представляются, они просто ходят, как у себя Ну, они дома, сразу да. нашли меня, Да, они сразу так сидеть, как бы, это, и у вас будет обыск. Это вон оно что. Что же сразу не сказали мне? Да. Быстрый был вход. А потом это было 11 часов. То есть они приехали к нам около 6 вечера и ушли к 6 где-то... утра, чуть пораньше. Да. То есть, Да. это То есть я вообще... детей укладывала там в комнате, уже в нашей прошел обыск, я их троих положила. Они же у меня все тут дома были. Это пятница, вечер, мы только поужинали. Вот идет обыск, я им забираюсь, говорю, девочки, делаем уроки пока. Сидим, вот вам портфельчики, делаем уроки. Не переживайте, все нормально, просто вот тут. Ну, детвору зашугали, да, когда там, особенно, по-моему, на втором выпуске, да, когда вот приехал уже ОМОН с бензорезом, они как бы взяли бензорез, что дверь пилить, если что. И вот этот дядька, огромный космонавт, выше меня на полголовы, шлем, этот прожектор здесь, и там мне там на диван сидеть, как бы, и детвора такая... Это кто-то папе говорит, тут так это как бы это детвора как бы да, она шуганулась. Но это был уже второй выпуск. Ну, второй обыск, это было 8 утра, мы как раз были в одежде, стояли. Они, видимо, решили, что я не понял. Как бы надо еще надавить. Вот мы подъезжаем к деревне, которая называется Кипень, столица всех деревень. Видите, это старинные русские названия. Кипень от слова кипеть, кипеть, а ропша от слова роптать. Это потому что здесь много ключей. И когда смотришь на ключ водяной, да, вот так присмотришь, такое ощущение, что вода кипит в нем, закипает. Вот она либо ропщет, либо закипает. Это вот отсюда название. А деревни типа Лаголово, Яльгелево, Телези, Келези, Вилези, Пегелево, это все вот такие финно-угорские названия, которые здесь жили до того, как русские сюда заявились. Это дорога на Гатчину. А вот так, откуда мы съехали, это было на Таллин. Ту дорогу построили буквально недавно. Пока я сидел в тюрьме, ее ввели вот в эксплуатацию. Это все вот мы по Кипени едем. В сторону Ропши. Соседняя деревня, уже Ропши мы сейчас приедем. Вот так интересно. Рекламные щиты сейчас висят. Видели, да? Там 4 миллиона 620 тысяч обещают за, значит, вербовку. Сколько миллионов? 4 миллиона 620 тысяч. Но просто 2 недели назад, когда я вышел, было 4 миллиона 20 тысяч. И я буквально вот дня 4 назад еду и смотрю, там стоит сотрудник, и чтобы весь плакат не менять, вырезает вот эту строчку про 4 миллиона 20 тысяч и вешает 4 620. Вот. Видите, инфляция что делает? Да не говори. И вот при мне стоит лестница, и человечек вырезает аккуратно эту надпись 4020 и туда вклеивает 4620. Победа будет за нами. И куча информации про деньги. Деньги, деньги, деньги. Ага. Нет. Чтобы победа была, нужно такие деньги учителям платить. Лет 20 тому назад надо было начинать. Когда до людей дойдет, что надо будет что-то, наверное, поменять, они придут на выборы и поменяют это, понимаете? Придут коллективно на участки, на каждый участок человек по 10 активных, и скажут, да, мы хотим посмотреть, как считаются наши голоса. И никто, ни один прокурор, ни один мент не встанет на пути вот таких людей, которые бежат и скажут, да, мы хотим посмотреть, как будут считаться наши голоса. А вы не наблюдаете, да, мы плевать хотели. Мы местные жители, это наши голоса, мы хотим посмотреть, как они считаются. И что, вы думаете, такое будет в России? А пока не будет ничего. Когда Диму арестовали, как к вам стали относиться люди? Все просто стояли и смотрели вот как бы со стороны, вот как я в этой ситуации себя буду вести. Никто, чтобы подойти и обнять, никто.
что-то такое поддержать – никто. И мне кажется, наш русский человек больше на позитивный откликается события. Вот когда его освободили, море было звонков, писали во всех мессенджерах, мы тебя поздравляем. А вот когда случилось, его друзья одни приехали, разочек у меня погостили, посмотрели. У меня вот единственное, кто 2 женщины обняли, подошли, у которых сыновья сидели. Вот одна подошла, обняла, что типа... Приняли меня в клан женщин, вот связанных... А у них политические... Нет, конечно. За какие-то ситуации там, за разбой, за что-то такое. Но они меня как свою восприняли, подошли, обняли. Одна и вторая, как бы со всей души, со своей добротой. Остальные, как-то так, знаете, иногда мне просто удивляло, улыбаясь так. Ну что, сидит? Сидит. Да, и все. Так, чтобы, одна женщина, тоже очень такая хорошая, мама его одноклассника, она ко мне: Таня, слушай, нам же, наверное, вот как одноклассникам тебя поддержать, надо денежку собрать тебе дать. Я говорю: подождите, не торопитесь, вдруг вот сейчас апелляция будет, вдруг его отпустят. Потом я ее встречаю через 2 недельки или через 3. Она мне дает 1000 рублей. А я понимаю, что это ее денежки. Я говорю: да не надо, зачем, это же ваше. То есть я поняла, что никто из одноклассников не откликнулся. То есть она-то думала, что сейчас вот мне надо поддержать, а одноклассники это не посчитали нужным, что это надо поддерживать. А это почему? Потому что люди поддерживают войну или потому что люди боятся поддерживать тех, кто против? Это страх. Людям очень страшно проявить себя как-либо. У меня на работе, мы когда сидели, вот просто общались, мы так особо-то соцработники не общаемся, у нас у каждого там своя работа, но был такой момент, что сидим за компьютером и обсуждаем войну. И вот у одной девочки брат на войне, вот на этом СВО, и я вижу, она скажет несколько слов, молчит. То есть мы разговариваем очень тихо, чтобы нас никто не слышал, чтобы нас никто ничего. То есть третья как бы лезет, пытается задавать вопросы, а вдруг, у меня муж, а эта девочка чего-то знает, и она очень дозированно нам эту информацию выкладывает. То есть я тоже ей там немножко-то из телеграмма что-то ей подсказываю какую-то, навожу вопросы, она соглашается, но опять мы поговорили, несколько фраз сделали, молчим. Вот начались вот эти посадки. Поначалу-то вроде как бы недолго, мы немного получили, 1,5. Потом, когда я увидела 5, 7, думаю, видимо, нам повезло. У людей просто страх, все боятся, все уже очень запуганы, все уже поняли, что у нас вот эти репрессии, что у нас полиция создана не для чего-то, а для защиты только государственного управления. И люди это чувствуют. Я вот сколько меня, мои соцработницы, очень такие умненькие женщинки, вот прям умные, толковые, мне вот так нравится с ними работать. Там как подобрались все такие, все шустрые люди. И мы особо не обсуждаем эту тему. Вот нет, мы работа. Вот. А еще у нас как госучреждение нас очень любят проголосовать за какую-нибудь ерунду. Вот эти общественные пространства, еще что-то. Голосуем. Нам наша заведующая должна отчитаться там к такому-то часу. Все дружно голосуем. И все куда деваться? Голосуем. Чего вы не знали о русской тюрьме до тех пор, пока туда не сели? Слушайте, я был уверен, что там уже фашистских методов управления нет. А они там есть. Например? Деление людей на сорта. А как это выглядит? Это выглядит тем, что есть каста изгоев. Это я их назвал изгоями. А так-то они на тюремном языке называются обиженные. И эти люди есть. И этим людей, их права попирают там со страшной силой. Но я-то считаю, что просто мы там все преступники. Мы все преступники с точки зрения судебной системы России. Какое же имеет право зэки, которых администрация колонии кооптирует в управление колонией, так называемый актив, старшины, их подручные, делить людей на сорта просто по своему произволу. Вот ты будешь обиженным, ты будешь убирать туалеты и всякую грязную работу делать. Потому что ты вот по такой статье сюда, в тюрьму заехал. Я попытался этому противодействовать. А у этой такой системы получается такой расклад. Ты этому противодействуешь, и либо ты это побеждаешь, либо ты под это подпадаешь. В одном месте я смог это преодолеть. Это где? В СИЗО. Там сложились факторы так, что я этому противодействовал как мог. Старший в этой камере, камера была на 60 человек, там вот здоровенная большой коллектив мужиков, как-то тоже смотрел на эту вещь так нормально. Получалось это преодолеть. А потом, когда я приехал в колонию уже, там
другое положение. И там, как потом выясняется, этому активу было дано указание меня давить, морально, психически меня давить. Руками не трогать, но давить. Блин, это, конечно, было непросто. Как давили? Ну, например, вот я разговариваю с своей любимой женой по телефону. Подходит тот, кто осуществляет давление. Так, Скорикин, пошел нахуй отсюда. Извините, пожалуйста. Я говорю, слушай, ну да, это говорит, так, пошел! Как бы, ну вот так, да? Это давление? Давление. Это провокация конфликта. Это провокация. То есть он ждет, что я отвечу, он готов. Их там банда, их там несколько человек. Отвечу, да, они меня просто в пол закатают. Потому что я напал на них. Я не могу ответить. И меня самого определяют в этот статус, в который я сам себя определил еще в СИЗО, поддержав этих несчастных людей. Обездоленных, просто обесправленные люди. У них прав нет. И получается, и я тоже. Потому что я с этими людьми сидел за одним столом. Ты ел с этими людьми за одним столом, все, ты такой же. Фу, ну, ладно, хорошо. Я лучше буду с ними. Понимаете? И вот это было для меня открытие. Я думал, что этого уже у нас нет в наших тюрьмах, а это есть. Вы боялись, что вам увеличат срок внутри тюрьмы? Да, тем более, что вот эти гаврики говорили, что ну, сейчас заедешь обратно. Мы тебя ждем. Ты сейчас выйдешь, тебя примут и обратно посадят. Что, у тебя там мало материалов, что ли, это на тебя? А материалов у меня дофига. У меня с обысков там машинами люди вывозили, багажники, пихали эти лозунги. Уж можно там, наверное, что-нибудь найти еще. Я беспокоился и боялся, что я не окажусь на свободе. То есть выходишь и обратно заезжаешь. Но тем не менее, вот мы с вами сидим, это значит, что вы подумали и приняли решение все-таки давать интервью. Да. А вам не страшно? Страшно. Страшно. Но надо себя преодолевать. Интервью я даю, потому что это продолжение той стратегии, продвижение ценностей. Демократия, свобода, либерализм, права человека, свободы человека, местное самоуправление. В конечном итоге большинство людей, которые нас с вами здесь окружают, выбирают не продвижение вот этих ценностей, а обычную, спокойную жизнь без арестов, обысков, переживаний близких, без тюрьмы. И... Кто-то выбирает. Я считаю, что вот эти идеи, о которых я сказал, это единственный способ для того, чтобы сделать нашу страну нормальной и процветающей в итоге лет через 20. И, соответственно, как бы для продвижения этих идей надо работать. Я и работаю. Я так себе вижу жизнь свою. Я считаю, что я этому готов посвятить жизнь. И за эти идеи, ну, убьют, значит, убьют. Что делать? А люди, вот вы считаете, что люди, они не хотят или не могут получать информацию? Люди очень вот эгоистичны, очень для себя живут. Ну, просто я не знаю, может, я с таким контингентом связана как бы с одинокими пожилыми бабушками. Я просто смотрю, как они живут. Очень, конечно, эгоистичны для себя любимой. Ленивые люди, не хотят получать информацию. Прямо, знаете, крупицы, кто готов правду реальную вот познавать. У меня была одна бабушка, я к ней приходила, я замещала другую соцработницу, а она прям как чувствует, она: Таня, она так меня останавливает, расскажи мне, пожалуйста, что у нас в стране происходит. Ну, я поначалу как бы не хочу, а она такая: нет, ну скажи, ну почему у нас по телевизору песни до пляски, а вообще-то у нас идет война? Ну, и я начинаю ей рассказывать. Мы с ней стоим так час. И вот я 4 раза к ней ходила 2 недели. И каждый раз она меня вот так вот держит. Вот расскажи мне. Вот человек хочет докопаться до правды. Причем она в шоке от этой правды. Она сама делает выводы. Так, слушай, у нас фашистское государство. Я говорю: ну вы сами так сказали. Ну, видимо, да. Она, видимо, чувствует, что я говорю правду. Потому что она прям... таких людей ищущих очень-очень мало. Все остальные, вы знаете, они такие, как перевертыши. Вот разговариваем вроде как бы, она со мной соглашается, да, все правильно. Но тут же через день она опять мне начинает говорить то, что по телевизору. Опять я вот иногда говорю: а вы свечку держали? Ну, говорю, но они улыбаются, они понимают, к чему я веду. Но просто они готовы поменяться очень моментально. И я знаю, как они голосуют, как к ним приходят, и они тут же
За кого надо голосуем? За товарища Путина Владимира Владимировича. У меня есть тоже женщина, она песни поет про него. Она стихи читает. Она получает там до минималки 17 тысяч своих. Но она балдеет от нашего руководителя. Вот он прям такой. Но я иногда и так шпильку вставлю и скажу, да, вот он такой, а вот это. Ну, Таня, ты не понимаешь. Ну, просто мне показалось, что у меня как бы жизнь перевернулась. Я много чего в этой жизни поняла. Такого, которого мало кто понимает. Вот эта вот чакра, видимо, не у всех открывается. Не у всех. Ну, не у всех мужья в тюрьме сидят. Да, согласна. А сейчас, когда уже есть этот опыт тюрьмы, стало страшнее? Мне страшно сейчас за детей. Как бы я вот думаю о будущем детей, что их ждет. Я вижу, что у нас сейчас какие законы принимаются по школе, какая пропаганда. Вот мне было неприятно, когда 9 мая было, они потом пошли в музей. Я думаю, в какой их музей повели? И начинают в группу выкладывать фотографии. Танки. Детки залезают на танки, они на танках. И потом идут фотографии. Каждый ребенок с автоматом Калашникова. И я смотрю, думаю, а какие будут ответы родителей? И родители отвечают: ой, как здорово, классно, как интересно. А я смотрю, думаю, будут мои дети с автоматами? Моих детей не было с автоматами. То есть фотографировались все дети, кроме моих. И вот это вот я вижу, вот эту обстановку, поэтому я уже как бы знаю, что у меня пережил муж. Я вот еще думала, теперь у меня такой опыт. Как здорово. Вот еду в тюрьму, еду с передачкой. Там очень-очень женщины, все адекватные люди, все друг дружку подсказываем, помогаем. Судьбы людей очень интересные, очень прям жалко всех до безобразия. Вот как бы там расспрашиваешь, как это что все происходит, как это все, как там адвокаты работают, какая-то практика, что признаемся при любой ситуации, признаемся. Тогда срок будет меньше, маленький будет срок. А если не признаешься, будет ого-го сколько. Матерей, которая с ребенком приезжала к мужу, чтобы он видел, как она растет, и тоже спрашиваю, это вот СИЗО Горелого, это Ленинградская область, а выясняю по разговору, что она из Питера. А почему? Я говорю, а что вы сделаете здесь, Горелого? Вы должны быть в Крестах. Она говорит, мы были в Крестах, но нас отправили сюда. Видимо, не сотрудничает со следователем. Поэтому, как может быть, его привезли специально сюда. Это наше следствие, вот так ведется. То есть есть возможность давления, очень масса этих возможностей давления на подследственных. И вот теперь такой у нас опыт есть. И в плане помощи, много познакомились с людьми, которые тоже там в похожих ситуациях были, которые все-таки вытащили мальчика, сумели, он там поджег военкомат, и вот мы с ней тоже созванивались, она мне звонила регулярно, спрашивала, как дела, там, как, давай я тебе помогу с передачей. Питерцы, несколько человек приезжали прямо помочь, что-то такое. Приезжали просто заглянуть, книги дарили нам, приезжать, мы к тебе на блины, давай покушаем блинов. И я понимала, что они едут, чтобы меня немножко отвлечь, развлечь, со мной посидеть. Тоже приятно. Поделилась своими проблемами, и то приятно. Как-то я запчасти покупала для машины. И мне говорят, дисконтную карту оформим на вас, фамилию скажите. Я называю фамилию. Смотрю, а там сидит человечков 10, мужчинок, кассиров. Соседний вскидывает голову, смотрит на меня глазами. Посмотрел, ладно, я уже получил свои запчасти, выхожу. Он на улице ко мне подходит и говорит, я слышал про вашего мужа, он у вас сидит, вы, пожалуйста, крепитесь, вы держитесь. Я тоже его поддерживаю. В общем, сил вам, здоровья. Я думаю, да, спасибо. А мне эти слова уже держитесь. Так же человечек это при всех он это не стал делать, а на улице. На улице мне тихонечко сказал, выразил свою поддержку. Ага. Другого пока ждать не приходится. Да нет, конечно, это да. У вас вообще получается, он-то сидит, а вы с 5 детьми, с 4, ладно. У меня было ощущение, что когда его посадили, закрыли, так наказывают, думаю, не его, а меня. Меня просто конкретно. Я это сидела и понимала, просто я оказываюсь, что зима, снег чистить, как ненормально, чтобы выехать на работу. Машина только мыслит, нигде бы не застрять, нигде бы не завязнуть, потому что потом вылезать, выезжать. А здесь у нас просто сильный такой уклон. А зимой у меня завелась мышка. Я положила ловушку клеевую. И как-то в субботу мы с ними приезжаем домой, и я смотрю, что у меня там на клее мышка сидит. А что с ней делать? Мы уехали куда-то, там на лошадках детей покатали, у нас секция была.
И приезжаю, я смотрю, мышка-то сползает у меня с клеевой ловушки. Что-то с ней надо делать, а я боюсь. Она уже на полу. Ну, ходил, думаю, ну, что делать? Ну, пошла лопату взяла. Шандарах по мышке лопату. Ужас. Потом это все вытаскивала. Ну, вот такие бытовые как бы вещи. Вот это вот быт в своем доме. Да-да, это кто сидит, а кто Да, отдувается. а кто работает, да. Дверь скрипела. Он тоже пришел, говорит, Дима, скрип невозможно. Я говорю, давай что-то делать. Дом гульнул, Электричество Жена тут ж не могла. полетело. Тоже вызывала дядечку. Как бы. до сих пор не сделали. Уж Да. я вроде взялся, Он и полез, то сделать пока посмотрел, не говорит, могу. не, слушай, говорит, да, не могу справиться, не знаю, что это было. Но был хороший мужичок у меня интересный. Машинка стиральная тоже сломалась чего-то. Я вызываю, приезжает, посмотрел, ну действительно все исправил очень быстро. За 20 минут все, разговариваем с ним дальше как. Он говорит, ну конечно, 5 детей, машинка стиральная нужна. Я говорю, а откуда вы знаете, что у меня 5 детей? Он говорит, ну я про вас много чего знаю, и про вашего мужа знаю, и что он сидит знаю. Но я, говорит, к вам приехала, я хотела посмотреть, где у вас тут золотые унитазы, Гелендвагены, тут Порше, вы же тут под себя все подняли, вы же крутой муж, крутой бизнесмен. Я говорю, ну посмотрели, да? Говорю, мы тут все подняли. Посмотрели на мой унитаз, на мою машинку, посмотрел. Как вы справлялись с отсутствием папы дома? Очень тяжело было, учитывая, что нам пришлось всем разъехаться, потому что маме справиться с 3 детьми. Я живу в городе, потому что я учусь. У мамы 3 маленьких ребенка, которых нужно возить в школу, возить по кружкам, возить к врачам, возить. И у мамы работа. Поэтому наши друзья помогли. Полина с Алисой, они учатся в лицее на полном пансионе. То есть они в Москве живут, и они жили вот там целый год. Да. Вот. И, то есть мама оставалась одна Света, и только мама и Света были вот на неделю, а я приезжала на выходные. А вы скучали? Да, очень. То есть вы его прям реально вообще не видели 1,5 года? Да. Мне только мама один раз фотографию прислала, когда уже весна, в мае, по-моему, где-то она сходила на свидание и прислала фотку. А почему больше всего скучали? Поболтать. Пишу утром, слышу, что-то мурлыкает, а вот поет что-то внизу басом. О, папа дома. Вот и сейчас приятно, то, что снова слышно так-то очень тихо. А папа дома. Здорово. Папа изменился? Помолодел. Да, Ну, без бороды, наконец, накачался в колонии, пока у него было куча времени. Ну как вы себе объясняете? Папа за что сидел? За правду. За то, что вышел, сказал неудобную правду, которая всем сейчас правительству сейчас очень вредит. И чтобы он размолчал, его вот на 1,5 года убрали. Ну а вы же понимаете, что у вас папа такой, что он теперь все равно не замолчит. Какие-то вы с ним беседы проводите на тему того, чтобы он был поаккуратнее? Нет. Нет, еще. Еще. Возьми на контроль. А что делать? Полетит из страны. Хотела бы, чтобы хотя бы папа уехал хотя бы на осень, когда вот мобилизация будет, потому что он ни по возрасту, ни по количеству детей не защищен от мобилизации, потому что у него 3 несовершеннолетних детей, все равно многодетность, но сейчас это не сильно играет роль большую. И по возрасту он еще недостаточно стар, чтобы его дома оставили. Ну а вы-то сами хотели бы уехать? Я бы не хотела, наверное. Мне очень нравится в Питере, я хочу там жить. А вы? Нет. Я не знаю. Нет? Я почему-то думала, что едва вы выйдете из тюрьмы, вы соберете девочек и уедете из России. Мгм. А Да вы и думали об неохота. этом хоть раз? Да. Сейчас не знаешь, как жить. Мне и здесь противно жить. Мне, знаете, когда я вернулся, мне к этому магазину было противно подойти. Почему? Ну, знаете, это как вот, когда в дом кто-то залез, ограбил, там, в дом заходить неприятно. Это много раз было. У меня магазины грабили столько раз, что заходишь, первое ощущение мерзость какая-то. Фу, господи, кто-то трогал твои вещи. Ну, вот обыски были. Жену, например, обыски переехали страшно. И она инициатор того, что, Дима, давай уедем. Потому что ей это обыски, это стук в дверь, это ее трясет. Меня тоже трясет, но мне как-то после тюрьмы легче, на самом деле. Вот. И мы просто не знаем, как жить, если честно. Ничего для себя не исключаем. Если придется, уедем.
Но по возможности не уедем. Если есть возможность не уехать, лучше не уехать. Вот я так скажу. Ваши дети сказали, что вы после тюрьмы как будто помолодели, Бороду окрепли. сбрил, конечно, у меня борода вот такая была, ужас какой-то, капец, пока тут висела. А как вы уберегли себя от того, чтобы сломаться? Ну, может, я просто гибкий. Тоже, может, черта не очень хорошая для политика. Ну, как бы как может быть, агитатор. наоборот? Нет. Да политик должен горло перегрызать за власть. Как бы, в том числе и своим близким людям, понимаете? Это кто вам сказал? Да это вся цивилизация показывает, что, ну вот, я не знаю, ну какого пример политика успешного приведите, демократического? Вацлав Гавел. Ну да, он действительно как-то, как бы, вот Навальный не был гибким, вот все, его нет, понимаете? А я гибкий, я как бы в определенном смысле отстаиваю свои интересы, да, то есть вот в моих интересах было попробовать попротиводействовать этому фашизму. Это же чистый фашизм, разделение людей на сорта. Это для меня, вот кажется, это база его. Я попробовал, ну не получилось. Ладно, меня не сломали, я прогнулся просто под обстоятельства и выжил. Я ни разу не сидел в ШИЗО. Навальный оттуда не вылезал. Яшин оттуда не вылезал. Да? Это ПКТ, вот эти символы, да, это ПКТ. Это значит, что он просто провел все время в крытке, да, это ужас. Это вот, я могу сказать, я там был один раз, я там убирался. Я чистил снег с прогулочных двориков и заглянул в камеру. Это ужас. Это ужас. Прогулочный дворик – это просто ужас. Это гроб. Большущий гроб. Это как здесь или в половину меньше? Суть не в том, что размер. Размер – это вот такого размера, вот. Угу. Но суть в том, что это черные стены, абсолютно высокие, и покрыто вот такой вот ячеей. Небо не видать. Ты заходишь, бум, железо закрыли, и ты там сидишь. И вот эта прогулка на час в день. А сама камера? Сама камера, ну, она зависит от того, насколько людей. В этой колонии не было, я не знаю, как в других. В этой колонии было на несколько человек, минимум 2. Это ужасно. Я бы там не знаю, как выжил. Ну, выжил бы, наверное. Я гибкий человек. Ну, приспособился бы, я не знаю, что-нибудь там придумал бы. Не сломаться, вот. Маневрируй. Вот так. Живи. Устраивайся как можешь. Я устраивался как мог. Я ПВР не нарушал ни разу. Соответственно, в ШИЗО не был. Ну, а с этими зэками, ну, да, вот с ними было тяжело общаться, да. С активом было очень тяжело. То есть, если им была поставлена задача меня давить, они меня давили, да. И били не меня, а мальчиков для битья. Я вот только там понял, что значит фраза-то «мальчик для битья». Это когда надо кого-то побить, но не можешь. Ну, ты можешь показать этому человеку на примере другого, кого можешь. И вот в одной из камер, я же много разных камер поменял, и в одной из камер этот старшина отлупил таджика несчастного, который вроде ничего и не делал. Как бы били не по лицу, да, по лицу бить нельзя. Бил в тело. А вступиться ты не можешь за него, потому что тогда... Ну, вступиться можно, но, смотрите, актив – это практически администрация. Они назначены администрацией. То есть, ты против актива, это значит, что ты против администрации. Это почти бунт. И, кроме того, это же банда. Ну, да, вступился бы я. Вот физически я вступился бы, да. Вполне возможно, что на это и расчет. Ну, вступить, давай. Ну, давай. С той стороны, просто 3 человека забьют в пол, да и все. Вот. И скажу, что так и было. И с этими людьми было тяжело общаться, да. Мне было непросто. Но, как бы, находишь силы, выкручиваешься, стараешься не придавать словам значения, которых они и на самом деле что-то кричать тебе обидное, вызывая на конфликт, ну ты можешь это блокировать. Я мог. То есть, да, мне пофигу. Это ветер. Это ветер, это собачка лает. Ну что, я буду на собачку лающую вот реагировать, что ли? Ну давай ты сколько хочешь, мне плевать. Вот так как-то. Чем вы занимались в свое тюремное время? Чтение. Говорят, вы 60 книжек прочли? Да, я прочел 60 книг. Я вел реестр. Я прочел 10 томов Чехова. Из 12-томного собрания сочинений нашего семейного. Это, как бы, я очень рад этим, доволен. Я прочел всего Толстого, которого мог найти. А там в тюрьме библиотека была? Да, там или есть вам библиотека. передавали? Там и книги по отрядам, конечно, ползают и передаются зэками. Изымаются на обыске частенько. И библиотека есть. И жена мне принесла на комнату длительного свидания, там, КДС. Зэки это произносят Кедос. Это как какой-то греческий остров. Ты был на Кедосе? Да, я был на Кедосе. И на Родосе я был. Вот. Татьяна притащила пару книжек. Получилось притащить их. А как вы их протаскивали? В штанах. Ну, обыскивают, но там, знаете, там какой-то вот
такие интересные правила. Там все это связано как-то с туалетом. И вот я не понимаю, это, знаете, вот у детей есть туалетный юмор, да, вот это, пока они не израстут, там вот скажи кому-нибудь какашка, если там 4-летнему ребенку вот ржать будет полдня. У меня такое ощущение, что там и дети, и сотрудники, они вот примерно вот на этом уровне еще, они еще не выросли. Сотрудники, обыскивая, они никогда не трогают вот это или вот это, да. Ну, соответственно, ты видишь, что за зад не трогают, ну, засунул сюда или сюда книжку себе в штаны. Вот так и проходил. О, боже, никогда еще Толстой так не был. Да, слушайте, а он же, как правило, вот такой, идешь там, ковыляешь, потому что сразу-то вытащить не можешь, там камеры везде. Учил стихи, вот выучил Онегина. Это достояние теперь у меня внутри. Это шедевр, просто великий шедевр. Знаете, если бы я не был атеистом, я бы подумал, что это просто божественное какое-то сочинение. А вот вы учите как? У вас есть какое-то свободное время там вечером? Свободного времени там очень много, очень-очень много. Там вопрос в том, как его занять. Если ты не спишь и не работаешь, то ты сидишь и что-то делаешь. А какую вы работу там выполняли? Уборщик, дворник. Да, а когда весной я был цветоводом. И сажал цветы, пропалывал. Ну, то, что поручается, то, что порядочные мужики не могут это делать. А я же вот изгой, я же обиженный, вот я это и делал. И читал, учил стихи. Даже как-то немножко писал. Был влюблен в жену, не писал. А вот там, видимо, знаете, как бы, когда мы вот живем в потоке информации, вдруг оказываешься там, вот нет ни телефона, ни газет, ничего. Как-то начинаешь, мозги как-то, видимо, начинают работать, пытаться сам себя загрузить. Вот раз смотришь, какие-то байки появляются, рифмы какие-то. Начинаешь стихи писать этим зэкам. Зэки, да, зэки же люди простые. Там, ну, как бы, как у Шекспира сказано, срифмуй любовь и кровь, и все, зашибись. Я был очень популярен как стихотворец в камере. Слушай, напиши мне это, жене отправлю. Напиши мне, как бы, девушке отправлю. Один был парень, напиши мне, девушка. Я говорю, а кто девушка? Ну, начинаешь выяснять, потому что, ну, если ты там используешь твои зеленые глаза, а у нее голубые, это уже будет косяк. Да, говорит, да вот это секретарь суда. Я говорю, смело. Ну, да, не, нормально. Ну, там был гарный хлопец такой. Я говорю, давай, все, напишу. Ребятам очень нравилось. И, ну, это, конечно, понятно, что это стихи тюремного уровня, и дилетанты абсолютно, но все-таки ребятам нравилось, они меня подкармливали за это, когда там печенье, конфеты, все вот это. Слушайте, тяжело отходить от тюрьмы? Нет. Я просто вырвался на свободу и лечу в счастье, в кайфе, в семейной жизни. Я просто испытываю непрерывный кайф. Вот это, я бы так назвал это, свою жизнь. Какой был самый счастливый день в вашей жизни? Ой. Помню, как молодая была, когда любовь, вот это все зашкаливала, когда мы все-таки решили пожениться, потому что там тоже все было непросто. Ой, тогда прямо счастье было, счастье. Потом дети рождались. Но не скажу, что это было счастье. Это как-то... Потому что это такой объем работ сразу наваливался. Потом я очень радовалась, когда у меня родились двойняшки. И я прям вот воспылала такой, знаете, гордостью к себе, что они у меня более-менее здоровенькие. Я прям мужу все время говорю, слушай, это вот мое главное достижение в этой жизни, что я их смогла, потому что я сама себя в больницу положила, я сама свою беременность вела. А счастье? А счастье? Слушайте, ну счастье, оно вот каждый день как бы семья, вот здоровье, когда все здоровы, все здорово, все дома, все как бы выезжаем куда-то все вместе. В общем-то, вот это вот счастье. Счастье, когда работа любимая, знаете, когда все хорошо, с работы бежишь домой, и дома все хорошо. Вот это вот, наверное, счастье. Вот пытаешься его, в общем-то, каждый день уловить. Погода как бы. И даже дождь. Ты думаешь, ну и что дождь? Ничего страшного, все равно день хороший. Надо каждым днем жить, ловить это все счастье. Очень много сейчас споров об освобождении политических заключенных, которые оказались на свободе в результате обмена. Прекрасно. На которые сами они не подписывались. Ну, что уж делать. Они не вольны были. Очень рад, что мои друзья оказались на свободе. Потому что я уверен, что там среди них были люди, которые не пережили бы этого. Просто не пережили бы. Ну, такого срока точно. Так что я очень рад и за них. И за наше общество. Потому что это люди, которые могут изменить общество. Это люди, которые могут просто развернуть нашу страну в нужном направлении. А смогут ли люди эти, находясь за пределами России, развернуть ее
в другом направлении? Они смогут этому поспособствовать, однозначно. Да причем настолько, что еще, я думаю, дядя Вова пожалеет о том, что их отпустил. Вы находитесь здесь, и в России очень мало сейчас людей, которые готовы к политическому активизму, и уж точно нет никаких лидеров протеста. Я тоже не готов к политическому активизму. А что вы будете делать теперь? Ну, как-то буду жить. Ну, как бы, так как я раньше делал, я делать не буду. Ну, идея все исчерпала себя, не знаю. Может, стихи буду писать. Я вот начал в тюрьме что-то типа рифм писать. Может, это на народ больше подействует, чем мои лозунги, понимаете? Если позволите, я бы вам хотел прочитать стишок. Давайте. На убийство Навального. Убит герой в тюрьме преступной. Не дожил до своей мечты. Порвался трос, тянувший наше тонущее судно по направлению к процветанию. Увы, его добила банда негодяев. При равнодушных хлопотах толпы сторонники и друзья его пытались, но ничего в защиту сделать не смогли. Легко губить врагов, страной, тюрьмой владея, когда все службы репрессивной страны, попутав берега, твои затеи преступные считают за свои. Когда все силы государственного строя подчинены безумной голове, других нет вариантов для героя, как тратить души в проклятой тюрьме. Потратил вот и он, ввязавшись в бой неравный. Хвала ему и честь, урок нам и пример. Запомним мы тебя, друг Алексей Навальный, души нашей гражданской, ты лучший инженер. Все. А вы знакомы с Навальным? Нет, к сожалению, с Навальным я не был знаком. С Карамурзой знаком. У меня даже есть фотография с ним. Когда я вот как бы пришел в партию Парнас, а они ушли с Яшиным, вот как бы мы познакомились. Это прикольные ребята такие, приятные в общении. И обладают теми качествами, которые я очень ценю в людях. Они добрые, они смелые, умные, хитрые. Андрей Пивоваров, например, очень хитрый парень. И, например, вот я бы, например, вот за Андрея Пивоварова, как бы вот если вот меня спрашивают, кого ты считаешь президентом нашей страны? То есть вы себя все-таки в политике не прочите? Плох тот солдат, который не хочет стать генералом. Я считаю, что просто нам нужно формировать широченную гражданскую коалицию, максимально включающуюся просто вот всех людей против нынешнего вот этого политического, этой нынешней политической команды, грубо говоря. Куда там судьба вывезет, одному Богу известно. А надо-то как бы просто вот объединяться и двигать в этом направлении. А в такой гражданской коалиции, в широкой, там все важны и все нужны. И не так важен лидер, как важно именно консолидированная, заряженная коалиция. Вот. Объединение людей, которые обладают вот этими качествами и готовы за свою идею постоять. Вот. Эти ребята обладают этими качествами. А вы? Ну, в какой-то мере и я. Ну, как бы, может быть, меня тоже ждет какое-нибудь хорошее будущее в этом направлении. А вы узнали о смерти Навального в тюрьме? Вместе со всей стороной в 3 часа, это были 15-часовые новости. Вот тогда было сообщено, да, по радио. Как колония реагировала? Это был интересный такой момент. Значит, я сижу в своей кондейке за стенкой. Я извиняюсь, кондейка – это что? Кондейка – это сушилка. На тюремном языке называется шушара. Она отделена от цеха, в котором слушают ребята новости. Я слышу все, что слушают они, но я их не вижу. Они сидят там, шьют, а на новости они прерываются. Швейка останавливает работу. Их примерно 15 человек. То есть новости телевизионные в тюрьме имеют значение? Радио. Да, все слушают радио, я слышу тоже с ними и сообщения. УФСИН России по Ямало-Ненецкому округу сообщила о смерти заключенного Навального. Половина из них, я их слышу, половина реагирует так. О! Половина так. О! То есть много голосов так и много голосов так. Примерно пополам. А что вообще люди говорят о политике там, за колючкой? Они говорят, что ее же нет. Ты что, с ума сошел заниматься политикой? У нас же ее нет. Ну, в общем-то, это так. Это утверждение, которое однозначно в зоне, как бы, ее разделяют все. Сколько из тех людей, с которыми вы сидели, были бы согласны пойти на фронт и освободиться через фронт? Там было много таких людей. Я заметил, что границей является 3 года. Вот 3,5 года, 4 года дали наказание, этот человек идет воевать. 2,5 он не идет воевать. То есть это вообще никак не связано с политическими взглядами, с убеждениями, с профессией, со статьей? Я думаю, что не связано, к сожалению. И что меня как бы горше было, что, в общем-то, среди тех, кто шел, те шли освобождаться. Вот.
То есть моральная сторона дела их не касалась. То есть то, что они идут убивать, это их не касалось. Вот у нас в колонии 850 человек, да? Вербовщики приезжали примерно 2 раза в месяц. Через 2 недели, опять через 2 недели, опять через 2 недели. И уходило 2-3 человека за раз. Никакой массы. Люди прочухали, что там убивают, что там люди гибнут. Я считаю, что это немного. Я хотел просто смешную ситуацию рассказать. Давайте. Вот деревенский банкетный зал наш. У меня его арендует женщина, которая ведет этот ресторанный бизнес. Ей помогает муж. Им где-то по 65. Он афганец. Прапорщиком был там. И много через что прошел. Там поминают вагнеровца, погибшего. Друг этого вагнеровца перепил, с вилкой бегает за ресторатором. Вот за этой теткой. Его ловит этот офицер, бывший афганец. Это все происходит в здании, на котором мне нужен мир, где вот эти вот города разбомбленные. Я приезжаю, я смотрю, я тоже вижу этого человека, который вот... Я под домашним арестом за, в общем-то, за антивоенную агитацию, да, и вот это все вот в одном месте, понимаете? Вот это... Ну вот... Это тот мир, в котором мы вот сейчас реалии, живем. да, вот реалии, да. Погибший вагнеровец, которого похоронили, этот друг его пьяный с вилкой, бегающий за ресторатором, афганец, который ловит и бьет этого друга, этого вагнеровца, и я вот. И лозунги на здании. Вот этот винегрет, это вот, по-моему, показатель чокнутого состояния нашего общества. Чокнутого, понимаете? Тут в обществе есть и такие, и вот такие, и какая-то растерянность определенная. Сейчас эта растерянность, мне кажется, будет нарастать у людей. Потому что они будут понимать, что, что-то совсем не то, о чем говорилось. Понимаете? Совсем не то. Вот. А в тюрьме как относились к тому, что вы политические? Слушайте... И к тому, за что вообще вы сели? Исключительно положительно, я считаю. Если не была дана команда меня давить. Вот, то есть, например, сидим в карантине, и там сидит человек, у которого пожизненно светит за огромную партию наркотиков. Он волчара, такой страшный чувак. И мы разговариваем, и я говорю, что за политику сижу. Он такой садится. О, за политику? Слушай, круто, дайте руку пожму. Я первый раз вижу политического. Все, кто ко мне подходил и что-то говорил по политику, они меня поддерживали. Все. Ни один человек не сказал, что Скурикин, ты что, с ума сошел? Как так можно делать? Ты что, предатель? Нет, ни один человек так не сказал. Ни один. А через меня прошло порядка 300 зэков. При этом туда попадают в том числе и люди, которые повоевали, вернулись, выпили. Да, там было несколько человек вагнеровцев на пересылках, на этапах, в стаканах мы встречались, и мы часов, например, 10 сидишь с человеком, там толпа народу, и мы обсуждаем, они там высказывают что-то, что да, что это надо делать, но вместе с тем они понимали меня. Они понимали меня и понимали, что я делал. Да. И они тоже не испытывали ни ненависти? Нет, не было этого, не было. Сейчас вы будете Диму останавливать, если он захочет каким-то образом еще выразить свою позицию? Слушайте, наверное, буду, потому что я прямо боюсь. Обыски – это такая штука, это прямо она даром не проходит. Вспоминая о панических атаках, это все-таки тебе на психику очень откладывается. Они, конечно, стараются очень-очень. Потому что вот один раз прошло, второй, и ты потом уже боишься домой приходить. И были же еще моменты слежек, когда его до обысков еще, когда он на какие-то акции в Питере собирались, у нас просто стояла машинка напротив через дорогу от нашего дома, и просто мы понимали, что это вот они наблюдают. Были ситуации, что он везет детей утром в школу, в субботу, тогда еще по субботам они учились, и его на выезде из Ропши останавливают, и он мне звонит: Таня, приезжай, забирай детей, а мне надо проехать в полицейский участок. То есть его просто везут, чтобы там продержать, чтобы он ни на какое событие никуда в Питер не поехал. Я помню, что приходишь домой и свет включать не хочешь. Хочешь сидеть в темноте, чтобы никто не знал, что ты дома, чтобы никто случайно не нагрянул, не вломился. Это же ужас так жить. Как-то стараешься своими всеми психологическими ресурсами с этим бороться. В общем-то, без обращения к психиатрам. Но просто я говорю, что это так просто не уходит. Накладывает отпечаток. И я, когда Диму-то ехала забирать, я же как нажатая пружина была. Вот у меня состояние, мы с ним разговариваем за 2-3 недели до освобождения. Он мне говорит: все, я освобождаюсь.
А я не могу в это поверить, потому что я боюсь всяких разных провокаций. Я его забирать еду, пробки как-то, сплошные пробки. Приезжаем, там полицейская машина стоит, уже сердце стучит уже. Оказалось, там кого-то просто депортировали из освобождавшихся, и его просто забрали, на этой машине увезли. При том, что вот рядом были журналисты, которые встречали, и они такие: «Ха!» Выдохнули и сказали: «О, а эта машина даже была не по нашу душу, оказывается. Как хорошо». И ты тоже стоишь, выдыхаешь. И вот мы с ним садимся в машину, едем опять пробки. Я думаю, как хорошо. Нас в пробке никто сейчас ничего не захватит. Вот мы уже час вместе с ним, как бы. Мы второй час вместе. То есть это не отпускает. Все время напряженка, что вот подъезжаем к дому, а я только думаю, лишь бы машин никаких не было. Я уже думаю, проехать мимо, просмотреть, что никакой машины, ничего. В общем, вот такое как бы пока еще остается. Сейчас меня немножко отпустило. Но опять же, думаю, интервью даем. Разговариваем. Что там дальше будет? Так, а ты что-то хочешь? Тяжко Нет, вам уже- через 1,5 года расставания друг к дружке привыкать? Мне нет. А вам? Слушайте, кольцо мы не нашли. Татьяна, Он говорил, посеяла мое «Мне кольцо». кольцо обручальное, я его потеряла. Он на 3 августа его вручил в суде. На суде все. Да. Снял кольцо. А Кольцо я- же снимают. Да. А снимают кольцо? Конечно. Да, с металлом нельзя туда. Туда даже идешь на свидание, никаких сережек, никаких колечек. Ничего не должно быть, да. И вот колечко, я не могу вспомнить. 3 Оно августа где-то он лежит. его дал, Оно где-то а лежит я не дома. могу вспомнить, куда я его засунула. А я? Я пытаюсь, вспоминаю. Ничего, не переживай. Ну, Это все новый условности. штуки, да. моя. Ага. У нас в этом году 26 лет свадьбы. 26 лет. Жена 18 пытается сделать из июля. меня человека. Да ничего подобного. Ну, почему? Ты что, хочешь сказать, что я не человек? Что твои усилия пропали даром? Не, нормально. Слушайте, вот мне очень сложно по врачам, вот эти все поездки. Вот просто у нас сейчас получается лето такое врачебное как-то. А это же все в будний день. А у меня работа тоже с понедельника по пятницу. И это так сложно. Это всегда надо выкроить этот день, чтобы столько всего сделать. Но теперь я хоть его, говорю: Дима, взял детей и езжай, и Я езжай. просто, когда, видите, вы сами многодетная, да, значит, как бы куча детей, у нас еще бизнес, у нее еще своя работа, и бизнес-то Татьяна мой перла до моего появления сама, как бы, и дотянула, как бы то ни было. Что сейчас делать будете? Это трудный вопрос. Я не знаю, что делать, я не знаю, как жить. Знаете, я не знаю, как с моими согражданами жить, которые вот все это поддержали и одобрили. Я вижу этого человека, я знаю, что он это одобрял. Как рассматривать его как объект агитации я пока не могу. Я бы должен, с моей миссией, по которой я себе считаю, я должен это делать, я должен его заагитировать, присоединиться к моим взглядам. Я вижу, что он уже в этом направлении идет, но я пока не могу этого сделать, мне просто как-то мерзко. Так же, как вот я к магазину не мог подъехать первые несколько дней. Меня спрашивают, как выглядит твой магазин? Я не знаю, я еще там не был. Мне противно. Но я это уже преодолел. Сейчас преодолю и это. И, может, пойдет и поедет, и поедет, и пойдет опять. А можно научиться жить среди людей, которые, может быть, даже не разделяя довольно страшные взгляды, молчат, чтобы сохранить свою жизнь, чтобы сохраниться, чтобы ничем не рискнуть? У нас половина страны так живет. У нас же поддерживала СВО половина, не больше, я уверен. А половина просто в таком полном офигевании на это смотрела и думала, что делать-то? Я уверен в этом. И эти же люди научились как-то и живут. Ну, вы можете научиться? Ну да. Научитесь. Может быть, и так. Как доведется, я ж не знаю. Я постараюсь продолжать убеждать людей в благости, как дурацкое слово сейчас, в нужности вот этих идей. Понимаете? Потому что это путь. Вот это. И во вредности вот тех, которые сейчас представляет действующая политическая команда, полностью обанкротившаяся, на мой взгляд, во всем. Они ничего не умеют. Только пакостить способны. Вот команда пакостников какая-то, доросшая до планетарного масштаба, понимаете? Вот эти 1,5 года тюрьмы сделали вас сильнее или наоборот? Татьяну сделали более закаленной, я считаю. Потому что понимаешь, что в принципе справляешься.
что знаем, какая у нас семья, в общем-то, хорошая, что друг за дружку, все друг дружку понимаем, поддерживаем, и никто не сломался, не расстроился, как бы все крепкие, сильные. Не изменился нашей точки зрения. Ну, а сильнее, слушайте, мне кажется, такие же, какие мы были, в общем-то, остались. Просто у меня поменялось отношение, вот что они хотели, эти наши госорганы, полиция, чего они хотели добиться, у меня просто отношение к стране так поменялось. Когда вот просто я вот этого очень часто вспоминаю, что вот эта ситуация, вот этот обыск, и просто я понимаю, что вот я многодетная мать, да, ни бандиты, ни убийцы, ни наркоманы. Вот ко мне пришли вот с таким обыском. Я уж думаю, а мне уж даже интересно, а как они приходят с обыском к убийце? Как там это происходит? И просто вот я оказалась так, что ко мне пришли, мне разрушили весь дом, изъяли телефоны, оставили без копеек денег. И причем это нормально, это адекватно, да, зачем тебе деньги? Выкручивайся как хочешь. И я думаю, это у меня отношение вот это ко мне, к многодетной матери, причем полиции, которая как бы должна защищать права граждан. Муж вышел с плакатом, просто написал как бы что-то, и вот я получаю вот такое. Вот это меня очень сильно как бы изменило. И определенная Здорово, часть да. иллюзий у нас ушла. Ну да, поскольку я многодетная и пыталась пользоваться льготами для многодетной, там у меня тоже много иллюзий ушло, как бы очень много отпало. Ни то, ни другое, ни третье вам не положено. Потому что вот, вы, это одна у вас часть фамилия иллюзий, не та. да. Да, как-то мы хотели сделать, у нас же вот 5 детей, и соцзащита как-то хотела отцовская доблесть тогда Наградить был, меня орден. отцовской доблестью. И У которых в семье приезжает, много детей. И тут новая сменилась в соцзащите заведующая, она говорит, но она спрашивает, высшее образование? Я говорю, высшее, у мужа Уже высшее. да. Давайте мы вам дадим орден. Я говорю, давайте, я только за, давайте дадим орден. Ей уже Я говорю, материнская только я уже знала. слава. Я говорю, вы только сходите к вашему начальству и спросите, они с Курихиным дадут этот орден? Она такая, ну сейчас пойду узнаю. А я ортопедическую обувь детям оформляла. Она пошла узнавать. Приходит через 20 минут. И говорит, нет, вам не дадут. Курихину мы не дадим. Не достоин он отцовской доблести. Ни материнской славы я не достойна, потому что у меня муж Курихин. Ни он отцовской доблести. Ну, я тем более не достоин. Да. Тань, что такое родина? Ой, слушайте, родина, я думаю, прежде всего семья, близкие. Это вот это самое главное. Это никакое, ни гимны, ни лозунги, ни песни, ни пляски. Это вот твои близкие, окружающие, родные. Что такое любовь? Ух, нифига себе. Татьяна, давай ты первая. Любовь? Ой, слушайте, это понимать другого человека, чувствовать его, даже если человек не говорит, ничего не просит другой, но ты понимаешь, что ему это надо ему сделать вот что-то такое приятное, потому что он в этом нуждается. Это такая как бы работа, наверное, каждый день, сиюминутная такая, что и хочется и поворчать иногда, и вот он мне говорит, слушай, а что ты все ворчишь? Я говорю, слушай, а ты немножко потерпи, пока я поворчу. Он такой, ну ладно, да, понимаю. Так что, наверное, это такая, работа. Я вот в тюрьме Толстого много читал. И с огромным удовольствием для себя. Потому что образование-то не очень, на самом деле, сельская школа. А там вот прочитал. Там и Толстой пишет такую у него, как бы племянница, которая выходит замуж. И он говорит, что если ты считаешь, что семейная жизнь – это сплошное удовольствие, то тебя ждет разочарование. Потому что семейная жизнь – это работа. Это вот как бы, если ты хочешь любовь – это труд. Жизнь вообще есть труд. И мне кажется, что любовь – это… Понятно, что много определений, там, в том числе это не задумываешься отдать жизнь за близкого человека. Мы пока не проходили через такие вот испытания, чтобы у меня было вот как бы я должен отдать жизнь за любимого человека, да? Но… Это уже крайность такая. Да, но любовь – это такое благосостояние, состояние счастья. Мы в этом состоянии счастья 26 лет и пребываем. Несмотря на то, что снаружи бывает наш семейный мирок, атакуются. Через окно. Да, через окно бывает, да. Вот. Так что я бы сказал, что любовь – это чертовски приятное, счастливое состояние. Что такое любовь? Это чувство. Когда дома с семьей и всем хорошо и уютно, когда общаемся, сидим за одним столом,
Да, и можешь поговорить вот так с человеком, а не по трубке по 15 минут пайки. Просто быть с близкими людьми. Какой вот у вас план жизненный? Слушайте, если честно, пока никакого. Пока одним днем живем. Пошла, огурцы собрала, и думаешь, а надо их солить на зиму, мариновать или не надо? Варенье варить или не варить? Или да ну это все. Пока не решили. А уехать вы могли бы? Ну, если честно, по моей вот я готова. Я уже готова взять авоську, документы бросить и ехать. Вот я такой раньше не была. Но теперь вот жизнь меня закалила. Я готова вот собраться и все, и помчаться. Куда? А куда угодно. Я знаю, что рая на земле нет, что как бы нигде особо не ждут. Поэтому везде придется пробиваться. Но хотя бы ради того, чтобы дети учились в нормальных человеческих отношениях, толерантных. А здесь-то ведь много чего держит. И свой дом, и как бы быт налаженный уже, и все как бы очень сложно. Объясните, пожалуйста, за что вы любите Россию? Ну, маму, за что любишь маму? Это родная страна. Какая бы она ни была. Знаете, как бы дети говорят, и пьющих матерей любят. Она сейчас пьяная, извините, в усмерть. Идет, давит хороших людей. Это вот так, я понимаю. Понимаете? То есть ее нужно просто как-то оклемать, привести в чувство. Только на это может как бы очень-очень много времени понадобиться. Чьей-то жизни не хватит. Вот чьей-то не хватило. И много кого уже не хватило. Понимаете? Моей пока хватает. Здесь же должен кто-то порядок наводить. Выберите, пожалуйста, милосердие или справедливость. Милосердие. Несомненно. Это дорога к справедливости. Свобода или стабильность? Свобода. Свобода ни с чем, ни на что нельзя менять. Ни на что. Свободу, вот если вы спросили, свобода – это все. Правда или безопасность? Правда. Правда – это и свобода, это почти одно и то же. Родина или истина? Истина. Это дорога к справедливой родине. Вот истина – это путь к родине, к нормальной родине. Дойдем ли мы когда-нибудь туда? Да, идем. Потому что мы первые, что ли, по этой дороге идем? Не первые. Мы не первые по этой дороге идем, мы не последние, к сожалению. Так что дойдем. Не все доживут, но однозначно, это несомненно. Thank you.